Пару месяцев назад в доме стали происходить странные вещи. Репортаж будет просто бомба. Еще один вопрос. А вот эта вот Таня, которая во флигеле жила, она где-то здесь похоронена? Лара, я спрашиваю, ты постирала скатерти? Мама, я не кофеволка! Я слышал, у вас тут какие-то убийства происходят. Слышать о Шестаковой ничего не хочу. И обсуждать смерть ее мужа и этой бедной девочки не намерен. Я ее чувствую. Она здесь. Так как, говорите, ваша фамилия? Моей фамилии там точно нет. Меня интересует информация о смерти Татьяны Крыловой. В июне 92-го года она погибла. Та, что утонула в Шестаковском пруду? Да, она. А вы ее знали? Немного. Таня работала зоотехником на ферме. Ей выделили жилье во флигеле у Шестаковых. Ольга Федоровна была очень недовольна. Почему? Ну как, они только-только приватизировали дом. Она почувствовала себя полноправной хозяйкой. И тут вдруг муж говорит, что во флигеле будет жить чужой человек. А вы, случайно, не знаете, почему Татьяне Крыловой не дали другое жилье? Так может, не было свободного-то? Я сейчас. Вот. Так. Вот июнь. Июнь. Странно. Извините, но мне кажется, здесь не хватает страниц. Случайно не те, где была информация о Тане Крыловой? Быть не может. Я 2 месяца назад выдавала это. Кому? Можете посмотреть в записях. Да я прекрасно помню. Подшивку брала Лариса Шестакова, дочь Ольги Федоровны. Я разговаривал с дедулькой. Он в 90-х был главным редактором местной газеты. Так. Так вот, он рассказал, что тело Тани Крыловой нашли в пруду, вскрытие не производилось. Козырев сам осмотрел тело и быстро написал заключение. Которая потом пропала со всеми другими документами. Кстати, к Шестаковым Таню Крылову подселили именно с подачи Козырева. То есть? Ну, Таня тогда жила в бараке. А в этом бараке тусовались рабочие с лесопилки, пьянки, гулянки и все такое. Она была беременна. У нее случился конфликт с этими ребятами. На вызов приехал Козырев и отвез Таню к своему другу. К Шестакову? Да. А когда Таня погибла, по-быстренькому закрыл дело. Странно. Ничего странного. Он тогда все силы бросил на поиски убийцы своего друга Шестакова. Говорят, он сутками не спал. И всех на уши поставил, но убийцу, между прочим, так и не нашел. Вот, Сереж, убийцу не нашел, заключение пропало. Хорошенькое дельце. Ладно, ты там говорил, что Таня беременна была. Что с ребенком? У нее родственников не было, и ребенка определили в органы опеки. Кстати, я вот думаю, почему Лариса Шестакова выдрала листы из подшивки? Может, тоже привидений боится? Ну, или их видела. Сереж, кстати, сейчас пойдем во флигель и проверим записи с камер наблюдений. Убедимся, что никаких привидений нет, и ты будешь спать спокойно. Пойдем. Прямо сейчас я еще не доел, Макар. По дороге доешь, пойдем. Если здесь кто-то и был, Серега, то явно не привидение. Привидение за собой он грязные следы не оставляет. Макар,
Какого черта? Нарвал бы ты полынь, Макар. Мама плохого не посоветует. Дай сюда кофту. Интересно. Не могу понять, кто это. Это Паша, поденщица Шестаковых. Ты же ее видел. Да. Так. А? Вот твоя кофта. Ага. Интересно, зачем она ей понадобилась? Может, тоже нравится насыщенный бордо? Может быть, ей ты нравишься. Тогда серьезно. Приехали журналисты. Так. Суют нос в чужие дела. Пытаются на свет Божий вытащить старые делишки. Вот я подумал. Может быть, вчера стреляли не в Ксению Ильиничну, А в кого? в тебя. Ты не думал об этом? Да ну не. Не, маловероятно. Прокрути дальше. Так. Главное, что мы доказали, что никаких привидений не существует. Макар, посмотри, что это? Ничего себе. Перемотай. Погоди, куда она делась? Не могла же она сквозь стену пройти, а? Вот именно она это и сделала. Так, Серега, люди сквозь стены не ходят. Это правильно, ты сказала, не я. Люди сквозь стену не ходят. Так, Сереж, замолчи, никаких привидений не существует. А это что-то? Подожди, Паша, может, она что-то видела? Так, я быстро смотаюсь к Яновским, а ты еще раз проверь запись. Может быть, ее кто-нибудь смонтировал, а? Проверяй по таймингу, чтобы он не прерывался. Давай. Хорошо. Господи. Ольга Федоровна сказала, что Паша ваша родственница. Я хотел бы с ней поговорить. Не может она ни с кем разговаривать, уходите. С Пашей несчастье, в больнице она. Давай, детка моя, пей. Ага, еще глоточек. Маленький глоточек. Молодец. Ложись, моя хорошая. Ложись. Сейчас мы тебя согреем. Холодно, да? Отдыхай. Так, что с ней? Истерический паралич. Его еще называют психогенным. Реакция на сильный стресс, горе или испуг. Яновские нашли ее рано утром на дороге недалеко от дома Шестаковых. И она уже была в таком состоянии. А как скоро она поправится? Думаю, не скоро. Тем более, что Яновская сказала, это не первый случай. Паша уже впадала в такое состояние после смерти бабушки. Кстати, говорят, бабка у нее была местной ведьмой. Я не знаю об этом, но девочка тогда год пробыла в больнице. И полностью она так и не оправилась. Ксения, а мы можем с ней поговорить? Это бесполезно, Макар. Я думаю, она вас не услышит. Ну, хотя бы попробовать. Нет, нет, ей нужен покой. Ксения Ильинична, вы поймите, это очень важно. В доме Шестаковых что-то происходит, и мы пока не можем понять, что. Паша, скорее всего, случайная жертва. Если это не остановить, может пострадать еще кто-нибудь. Что вы... о чем вы говорите? Она вчера была во флигеле, и там она кого-то увидела, кто-то ее очень сильно напугал. И нам нужно понять, кто это был и почему это происходит. Кстати, ваша? Да, я потеряла его на прошлой неделе. Откуда это у вас? Мы нашли его в этом флигеле. Я задам всего лишь несколько вопросов. Нет, это исключено. Состояние пациента для меня на первом месте. Извините, я не могу рисковать. Понятно. Это из района. Я заказывала машину, чтобы за Пашей приехали. Алло? Алло, да, говорите громче. Что-то со связью. Алло, сейчас, секундочку. Повторите еще раз, пожалуйста, где? Значит, через сколько вы подъедете? Мы вас ждем. Что? Паша, вы меня помните, а? Я Макар. Скажите, а зачем вы ходили во флигель? Посмотрите, кто это был? Кто там был, скажите? Кого вы видели в зеркале? Кто-то появился там? Вспомните, кто это был? Кто это был?
Пожалуйста, тише, тише. Что творите? Отойдите! Держите ее! Держите! Держите! Так, сейчас. Держите, она может сама себя покалечить. Тише, 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 тише. Подожди секундочку. Тише, тише, сейчас. Подожди. Потерпи секундочку. Тихо. Все. Молодец. Тихо, держите. Тихо. А теперь вон отсюда. Ксения, Оба. Я думала, вы нормальные люди, все понимаете. А вы такие же, как ваши коллеги-журналисты. Убирайтесь отсюда. мы все объясним. Вон. Извините. Никакой совести. Тихо. Прости меня, пожалуйста. Прости меня, малышка, я тебя больше не оставлю. Макар, ты уже 5-й раз осматриваешь этот угол. Сереж, осмотрю 5-й, 6-й, 7-й, 157-й. Не проходят люди сквозь стены, понимаешь? Я хочу разобраться, куда она подевалась. Вот именно, что она отсюда никуда не подевалась. И пленка чистая. Я проверил. Там нет никаких монтажных склеек. И вообще под эту чертовщину я не подписывался. Макар, мы уезжаем. Нет, Сереж, мы остаемся. Ты видел эту девчонку, Пашу? Хочешь так же? Слушай, о чем ты вообще говоришь, а? Это Паша сумасшедшая. Она забавляется тем, что подбирает чужие кофты, фонендоскопы и открытки. А Шестакова вообще мерещится галлюцинацией. Ты во всем этом видишь объяснение? Я 10 лет в органах отработал. У меня 2 боевых ранения. Я могу спокойно встретиться с бандитом, убийцем, маньяком, с психом в белой горячке. Но это не бандиты, Макар. Мы вообще не знаем, что оно такое. Сережа, мы прекрасно знаем, что оно такое. И это такое морочит голову и делает нас дураками. У нас просто ума не хватает разобраться во всем этом. На, держи. Охота на призраков. Что за ерунда? Думаю, она поможет тебе найти его. Ты где это взял? Здесь лежало, а что? Самое интересное, Сережа, на последней страничке. Ничего себе. Мне кажется, мы его поймали. Значит, говорите, поохотиться приехали. Ну, в какой-то мере, да. А что, какие-то проблемы? Это из библиотечной подшивки. Это вам Лариса Шестакова передала? Я вас не понимаю. А я вам сейчас объясню. Ольга Федоровна Шестакова чуть не погибла, упав с лестницы. Паша Яновская находится в больнице. Оба случая нанесения вреда здоровью и угрозы жизни. Статья 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. И 2 года лишения свободы по решению суда. Для решения суда нужны доказательства. Мы их найдем? Не совершайте ошибки. Сереж, давай я задам пару вопросов. Ты ответишь на них честно, добровольно. Вы нас поняли? А вы вообще кто такие, чтобы меня запугивать? Мы, Всеволод Евгеньевич, журналисты, страшные люди. Меня интересует, куда исчезла ваша ассистентка ночью во флигеле? А? А какой ассистентки? Вы вообще в своем уме? Что это здесь за комедия? 2 года по 119-й, Всеволод Евгеньевич. Это уже не комедия, это драма. Это я во всем виновата. Сева тут ни при чем. Лариса, успокойся. Успокойся, я прошу тебя. Сева парапсихолог, он написал книгу, я ее прочитала и попросила приехать, потому что мне нужна была помощь. Я просто хотела, чтобы Таня больше не приходила. Он не виноват, правда. Тихо, помолчите минутку. Вы что хотите сказать, что в доме действительно живет привидение? Парапсихология не оперирует такими понятиями, как привидение. Я надеюсь, теперь у вас все? Дурдом какой-то, Сереж. Вы
Вы не думайте, я не сумасшедшая. Я знаю, что Таня утонула, но она правда является ко мне. Это в детстве еще началось. Да мы ничего не думаем. А вы скажите, при каких обстоятельствах? Днем или ночью? Ночью. Я просыпаюсь, и она стоит около кровати. А вы кому-нибудь рассказывали об этом? Маме. Но она отвела меня к врачу. А врач что сказал? Врач сказал, что это сонный паралич. Это когда сон путается с реальностью. Но сны не бывают такими реальными. Понимаете, я один раз проснулась, а Таня стоит около моей постели и гладит меня по голове рукой. А рука такая холодная. А как она выглядела? Может быть, пальцы зеленые или лицо? Макар. Нет, она выглядела абсолютно нормально. В белом платье. И она пахла цветами. Таня всегда пахла цветами. Может быть, духи такие или что-то. Скажите, а когда она снова начала вам являться? Примерно 2 месяца назад я шла во флигель. Мама попросила меня отнести старые вещи. И я увидела женщину в белом. Подумала, что это Таня. Как раз в этот момент я читала Севину книгу, и я попросила его приехать разобраться. Наладить связь с тонким миром. Понимаю. Миром духов. Ну, это устаревшее название, но если под духом вы подразумеваете некую энергию, то да, безусловно, это именно так. Зачем вам контакт с ними налаживать? Чтобы понять, что Таня от меня хочет. Вы понимаете, нам же удалось наладить связь, но в контакт мы никак не можем войти. Мы поняли. А скажите, а вы где были в тот момент, когда Ольгу Федоровну с лестницы столкнули? И сегодня ночью. Мы были у меня в номере, у нас были сеансы. Все свои сеансы я записываю. Можете посмотреть запись, если вы вдруг считаете, что Лариса... Нет, перестаньте, ничего мы не решили. Мы понимаем. Мы просто хотим разобраться, кто Ольгу Федоровну столкнул, кто вот Пашу пугает, кто вообще всю эту чертовщину здесь развел. Это же очевидно. Это же Таня. Так, где здесь мои беленькие? Слушай, я вообще не пойму, как вы их находите, эти грибы. Как? Они любят меня. А ведь на самом деле Шнурок развязался. существование этого тонкого мира, или как вы его называете, мир духов, тоже ведь пока никто не доказал. Нет, конечно, существуют фото, видео, свидетельства очевидцев. Существует даже аппаратура, которая фиксирует паранормальные всплески. Но ведь ни одного духа для исследований по-настоящему предоставлено до сих пор не было. То есть, получается, ты сам не веришь в то, чем занимаешься? Ну как? Обратного же ведь тоже никто не доказал, что духов не существует. Верно. Макар Андреевич, я допускаю, что кто-то желает зла Ольге Федоровне. Но это никак не Лариса. Лариса никому не может причинить зла. Так. А нам что, нравится? Дело не в этом. Если бы вы только знали, как ее терроризирует мать. Так. Она поехала учиться. Повстречала парня. Ну, конечно, у нее не было никакого опыта отношений. Парень через полгода испарился и скинул на нее все свои карточные долги. Вот как. Шестакова, конечно же, разрулила эту ситуацию, но до сих пор попрекает этим Ларису. А Лара считает себя по гроб жизни обязанной ей. Понятно. Я могу попросить вас кое о чем? Давай. Могли бы вы не говорить Ларисиным родным о наших сеансах? Они просто не дадут ей житья. Поверьте, Ларисе очень надо избавиться от этих призраков. Договорились. О, еще беленький. Ну, давай. Вот так. Иди сюда. Хороший мой, а? Макар, еще! Серег, погоди, не рви, дай хоть посмотреть, как они растут. Он твой! Дождись, Макара. Не тяжело, Макар. Тяжело. Грибы эти, блин. Серег, какие-то скользкие они. Может, тут поганки? Сам-то поганка, не очень. Ох, холодина. Где-то у них тут наливочка была. О! Слушай, Серег, у меня вообще последнее время впечатление, что я в дурдоме. Какие-то привидения, ритуалы.
потайные комнаты. 21 век за окном. О, ты как? Давай. Не оставлю же я друга выпивать в одиночестве. Кстати, ты на грибы-то не греши. Потом за обе щеки будешь уплетать, это я тебе гарантирую. Ага. Посмотрим. Ну, будь здоров. А ты чё? Ну, вообще-то я не алкоголик. Я без закуски не пью. Ладно, сейчас принесу. Ты чё? Макар. 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 Макар! Макар. Макар! Наконец, Ксения Ильинична. Слава Богу. Пропустите. Вы представляете, мы просто шли за грибами. А что случилось, а? Успокойтесь. Я спокоен. Да помолчите же вы. Да я молчу. Что с ним? Пульс слабый. Так, слабый пульс. Это порча. Да какая порча? Вы в своем уме? Да нет, просто как ее снять? Вы можете мне не мешать? Я не мешаю. Он просто выпил, встал, хотел пойти и вдруг... Замолчите. Если вы не будете мне мешать, я сама все сделаю. Макар, ты слышишь? Вы можете смеяться, но я знаю случаи, когда на человека наводят порчу, и он без видимых причин начинает болеть. Сергей, порча здесь совершенно ни при чем. Это отравление. Тише, 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 тише. Вы что? Вам нужен покой, не надо вставать. Успокойтесь. Все нормально. Просто голова немного кружится. Ты вчера чуть коньки не отбросил. Тебя отравили. Спасибо скажи Ксении Ильиничне. Спасибо. Все грибы твои. Говорил тебе поганки. Это были белые грибы. Ксения Ильинична, скажите ему. Да, Макар, грибы тут совершенно ни при чем. В настойке, которую вы пили, была лошадиная доза атропина. Вот. Как так? Меня что, кто-то хочет отравить? Я думаю, не вас, Шестакова. Интересно. Простите, что я накричала на вас. Когда? Вчера. Я не знала, что вы частный детектив. Боялась, что вы в этом замешаны. В чем? Макар, Шестакову кто-то травит. И кто-то из ее семьи. Почему так думаете? Успокоительное, которое я ей прописала, может давать побочные эффекты, но не те, на которые жалуется Шестакова. Головокружение, тошнота, галлюцинации. Такую побочку могут давать психоделики. При регулярном приеме картина может напоминать старческую деменцию. При передозировке – смерть. То есть вы думаете… Что лекарство ей кто-то подменил? Вы об этом кому-нибудь еще говорили? Нет. Но я взяла образец препарата в спальне Шестаковой и попросила приятеля из местной больницы сделать анализ. Вот результат. Я была права. Лекарство Шестаковой кто-то подменил. И этот же препарат подсыпали в ее фирменную настойку. Которую я вчера и маханул. Да. Ольга Федоровна сама ее делает, сама же иногда выпивает по рюмочке.
Настойка горькая, поэтому больше ее никто не употребляет. Ага. Ну что ж, мне пора. Макар, выздоравливайте. Завтра я вас навещу. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Спасибо. Макар, а ты что такой довольный? Теперь будем делами заниматься, Сереж. Прав я был, кто-то травит Шестакову. А привидения? Какие привидения? Все это трюки. Теперь мой любимый вопрос. Кому выгодно убить Шестакова? Именно. Ну все, теперь все будет в порядке. Как он? Через несколько дней окончательно оправится. Ну, слава богу, мы так за него переживали. Угу. Ну, я пойду. Подождите, Ксения, у вас есть минутка? Что такое? Да я хотела по поводу Лени с вами переговорить. Ему опять было плохо с сердцем. Может, посмотрите его? Да, конечно. Ну что там? Еще 2 опоры менять надо. Прогнило все. Ну, завтра займись этим. Лень, слушай, такое дело. Мне деньги нужны. Ты можешь одолжить? Я отработаю, ты же знаешь. Я бы не просил, но Козырев грозится дом за долги отобрать. Да еще эту историю с Пашей. Ну, в общем, Маринка вся на нервах. Не знаю, во что это нам вся больница выльется. Извини, Арсений, не могу. Нет свободных денег. А тебя мои ружья еще интересуют? Ружья? А что, будешь продавать? Ну, а куда деваться? Того, гляди, на улице останусь. Так что берешь? Извини. Да, милая? Да. А это не может подождать? Ну, хорошо. Жена вызывает. Я к тебе вечером зайду. Поговорим по этому вопросу. Ага. Сейчас все в норме. Отличное давление. Отдыхайте. Через месяц пусть сделает повторную кардиограмму. Вы должны помнить, что он должен очень беречься. Никаких чрезмерных нагрузок. Хорошо, я поняла. И на всякий случай всегда держите под рукой его сердечные капли. Приступ может повториться, и если он не вовремя примет лекарство, исход может быть печальным. Вы что, хотите сказать, что я могу его потерять? Ну, если не будете осмотрительны, возможен и такой исход. До свидания. Спасибо. Ну что? Ты не спишь? Как ты? Нормально. Слушай, у меня новость. Ты лежи, не вставай. Жена Лёни, Инга Олеговна, проходила 3 года назад свидетельницей в деле о смерти своего первого мужа, некого Игнатова. Ух ты. И чего умер? Ну, официальная версия – несчастный случай. Несчастный случай – лучший друг несчастной женщины. Вот именно. Так вот, у Игнатова был брат, а он судился с Ингой Олеговной за наследство. Хочу съездить с ним поговорить. Отлично. Давай, управляйся. Давай. Интересные дела. Сашка на ней женился всего через 2 недели после знакомства. Мать считала, что Инга его приворожила, даже к бабке ходила, чтобы Ингу от Сашки отводить. Но ничего не получилось. Я тогда на севере работал, на свадьбе меня не было. И с Ингой познакомился только на похоронах. На похоронах брата? Да нет. Матери. Она никогда на здоровье не жаловалась. А после того, как Инга к ней переехала, через полгода умерла. Это Инга ее отравила. Простите, а вскрытие это подтвердило? Да не было никакого вскрытия. Сказали, что смерть произошла по естественным причинам. Но я-то знаю, что это не так. А через неделю погиб ваш брат, верно? Да. И Инга получила все его имущество. Это она его на тот свет отправила. Я и в полиции то же самое сказал. Но они
Сказали, что нет состава преступления и закрыли дело. Тогда вы пошли судиться за наследство. А почему вы иск отозвали? Не было у меня другого выхода. Она мне звонила все время с угрозами, но я ее послал. Потом у меня загорелся дом. Я чудом спасся. А пожарные говорят, что это якобы из-за проводки. Но я-то знаю, что это она все подстроила. Тогда решил, что разберусь сам. Вот. 3 года жизни. Я тут кое-что накопал. Позвольте. Хотя мне мешали. У нее, оказывается, был муж до Сашки. Знаете, что с ним случилось? Что? Он погиб. Заживо сгорел в доме. Она получила страховку за дом и переехала в Москву. Вот еще посмотри. Ага. Так, получается, кто у нас может травить Шестакова? Ну, пойдем по порядку. Например, Лариса. Она хоть не сталкивала мать с лестницей, а это доказано. Она все равно заинтересована в продаже дома. Лень тоже заинтересован. Пусть не в продаже, заинтересован в инвесторе. А если еще иметь в виду прошлое его жены, а скорее всего она подсунула таблетки. Игнатов, конечно, может и свихнулся на этом деле. Я факты проверил. Давай, излагай. Вот, посмотри. У Инги это 3-е замужество. Оба предыдущих мертвы. Ну, где 2, там и 3. Ну? Получается, Серега, если с Шестаковой что-то случится, все имущество переходит ее детям. Лариса во всем слушается Ингу. У Лени больное сердце, так что немного больше жареного, немного больше секса и готово дело. Кстати, я видел стимуляторы у него в ванной. Макар, они плохо на сердце влияют. Именно. Так, значит, что мы имеем? Лариса, Инга, Леня. Осталось узнать, кто наш чемпион? Хорошо бы не узнать, хорошо бы за руку поймать. Это да. Да. Слушай, ну-ка, позвони своей подружке Нике. Зачем? Звони, звони. Разыграем небольшой театр, попросим, пусть Шестакова нам подыграет. Пусть представится риэлтором и скажет, что у нее есть клиент, который готов дать хорошую сумму. Но ждать долго не готов, максимум неделю. Я думаю, покушение на Шестакова тоже не заставит себя долго ждать. Алло. Привет, Ник. Это я. По делу. Да подожди. Как ты? Знаете, мы готовы обсудить любую цену. Простите, я уже сказала, я не собираюсь продавать дом. Ну, не стала бы я, конечно, отказываться от такого выгодного предложения так быстро, потому что рынок падает. И не факт, что в ближайшее время вам поступит такое выгодное предложение еще. Повторю, я не заинтересована в продаже. Этот дом принадлежал моим предкам. Нам стоило огромного труда вернуть его. Я совершенно не намерена расстаться с ним. Лара? Здрасте. Здрасте. Ты не сваришь нам кофе? Угу. Следующий поезд через час, и вы как раз успеете выпить чашечку кофе. Да, спасибо. Ну, пожалуйста, все-таки вы подумайте еще раз, потому что речь идет о хорошей цене. А что это за мадам с твоей матерью? Покупательница приехала уговаривать дом продать. А что она? Дай угадаю. Снова отказывается? Ты же ее знаешь? Конечно, знаю. Родовое имение нельзя продавать. Ей нужно, чтобы ты состарилась в этом доме. Умерла старой девой. И тебя похоронили в тайной комнате сумасшедшего прадеда Тихона Ивановича. Знаешь, мне кажется… Кофе у тебя убегает. Простите, я должна ответить. Да, конечно. Спасибо вам большое, кофе великолепный. Скажите, вас, кажется, Лариса зовут, да?
Угу. Лариса, можно с вами поговорить? Ты действительно хочешь всю жизнь прожить здесь? В лесу с мамой? Но они же сделали по-настоящему хорошее предложение. И барышня права, рынок падает. А ты уверен, что если ты через 3 года захочешь продать дом, ты сможешь выручить за него хотя бы половину той суммы? Инга, меня это не интересует. Я не хочу и не буду продавать. И потом, мы уже с тобой говорили на эту тему. Ну и ладно. Похорони себя в деревне. С милым, как говорится. И в шалаше Слушай, ради. совесть имей, а. А, 1000 женщин готовы убить ради такого шалаша. я сейчас. Готовься. Инга! Ну и о чем вы собираетесь заявлять в полицию? О чем? Да ты чуть не убила нашу маму. Леня, дорогой, да с чего ты взял? Прекратите ломать комедию. Вас застали с подушкой в руках у моей постели. И что? Ольга Федоровна, я просто хотела поправить вам подушку. Разве закон запрещает поправлять подушки? Закон запрещает травить людей. А разве у нас кого-то отравили? Кто-то подменил лекарство и подсыпал в настойку атропин. Вы знаете, я не удивляюсь. Если бы у меня была такая мать, я бы тоже хотела ее травить. Она просто измывается над своими детьми. Лариса здесь за бесплатную прислугу. А Леня она с детства так замордовала, что он к 36 годам стал просто импотентом. Убирайся вон из нашего дома. Чтоб ноги твоей здесь не было. И завтра я подаю на развод. Ах, Леня, Леня. Говорил, что любишь. Говорил, что навсегда. Ладно. Машину я забираю, в конце концов, это совместно нажитое имущество. Все остальное будем делить через суд. Дрянь! И ничего твоего здесь нету! Неужели с этим ничего нельзя поделать? Увы, мы не можем ничего доказать. Мы не можем доказать, что она намеренно травила вашу маму, что она покушалась на нее. В конце концов, вы добровольно принимали стимуляторы. Стимуляторы? Она действовала очень умно. Но у нас есть хорошая новость. Вашей матери больше ничего не угрожает.
Ваш призрак – это результат отравления. Галлюцинация. Больше вы его не увидите. Подождите, а надписи на зеркалах, я тоже их видела. У вас есть зеркальце? У меня есть. Возьмите в тумбочке. Бабкин. Брата жалко, он был так счастлив с Ингой. Хорошо, что он узнал правду сейчас. Вот эти парни, сыщики, все так толково объяснили, почему свет гаснет, двери открываются, как надписи проявляются. Кажется, что правда призрака не существует. Кого я тогда вижу? Я же ее вижу и чувствую во время наших сеансов. Лариса, то, что она не хлопает дверьми и не сбрасывает посуду на пол, еще совсем не говорит о том, что призрака не существует. Верить нужно только себе, своим чувствам. А все остальное – это одна большая иллюзия. Скажи, ты готова продолжить наши сеансы? Серьезно? Я абсолютно серьезно. Я хочу попробовать еще один вариант. И теперь я уверен, что у нас все получится. У тебя же есть ключи от флигеля? Макар, да подожди ты. Макар! Ты же с такой можешь рассказывать про любые фокусы с привидением, но мне лапшу на уши не вяжи. Макар, кто ходил по флигелю, а? Сережа. Кто Пашу напугал? Сережа. Инга. Да какая Инга, Макар? У нас видеокамеры понатыканы. Инга в тот вечер из дома не выходила. Так, дай-ка сюда удостоверение. Что? Дай удостоверение. Зачем? Давай. Ну? Клади. Клади. Дуй. Смотри сюда. Ну? Ну? Дай сюда. Вкусняк. Так, где удостоверение-то? Вот, Сереж. Все это трюки, фокусы. Все, мы уезжаем. Не понял. Это что, полынь, а? Что она мне там делает, а? Да пусть лежит, мешает, что ли? Ой, Бабкин, ты со своими суевериями. Фокусник. Таня жила здесь. Она любила петь смешные песни. По-моему, частушки. Мама один раз услышала и запретила мне к ней приходить. Сказала, что это неприличные песни. А мне нравилось. Вообще, Таня была веселой и доброй. Я думаю, что ее энергия осталась здесь. Ты готова? Готова. Тогда начнем. Посмотри внимательно на эту фотографию. А теперь сосредоточься на кристалле.